It costs that much cause it takes me fucking hours. It costs that much cause I don't have superpowers. So you need to pay for my... Всем привет, девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам. Если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. И также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! В этом видео хочу показать, как я вязала вот этот кардиган из квадратов. Его я вязала больше года назад, когда у меня еще не было канала на YouTube. Пару месяцев назад выложила видео Reels с этим кардиганом. Посыпалось очень много вопросов, как я его вязала, из какой пряжи и так далее. Вязала я его из Alize Lana Gold Classic в 100 граммах 240 метров, состав 51 акрил, 49 шерсть, цвета вот я вам подпишу. И также всю подробную информацию я напишу в описании к видео. Использовала крючок номер 5, но можно вязать и 4,5. Сейчас расскажу, что касается именно конкретно моего кардигана, который я связала. Вот это спинка, две передние половинки, вот это рукава. То есть вот это бахрома, это я обозначила резиночку. То есть каждого квадратика у меня получилось по 30 штук. Размер квадрата у меня получался примерно 14,5 сантиметров. То есть посчитайте, какая ширина и высота у каждого прямоугольника. Если вам все подходит, можете вязать по таким же параметрам. Не забываем, что спинка должна получиться на один ряд больше, чем передние половинки. То есть нам это нужно для того, чтобы вот здесь осталось вот такое пространство, для того, чтобы огибала нашу шею хорошо. Потому что если мы свяжем, к примеру, вот у нас две половинки из двух квадратов, да, по ширине. Если мы также сделаем спинку из, получается, с 4 квадратов, то вот это разрез получится ровно посередине, и у нас не останется места на облегание для шеи. Поэтому мы его оставляем обязательно, чтобы передние вот эти полочки хорошо лежали вокруг шеи. К примеру, если вы хотите сделать квадратики поменьше, не обязательно делать, как у меня. Если у вас, к примеру, размер одежды XS или S, например, да, совсем маленькие, то квадраты будут гармоничнее смотреться на маленьких размерах чуть-чуть поменьше. Примерно поймите, какого размера квадратик вы хотели бы получить. Вот, к примеру, вы хотите квадратик 10 сантиметров. Вот, 10 сантиметров. Просто встаньте напротив зеркала, растяните вот так горизонтально сантиметр и смотрите, какая ширина вас бы устроила. К примеру, вот встали вы и видите, что 60 сантиметров вам нравится ширина будущего вашего кардигана. И в эти 60 сантиметров нужно вписать нечетное количество квадратиков. Соответственно, у вас оно не получится именно ровно по 10, да, там получится либо поменьше, либо побольше размер. Но таким образом вот можно рассчитать количество и размер нужных вам квадратиков. То же самое касается и рукавов. К примеру, у вас получился размер желаемого квадратика 10,5 сантиметров. И вот в эти 10,5 сантиметров нам нужно вписаться нашим вязанием. То есть это все, опять же, практическим путем получается. Вяжем обычными столбиками без накида, обычные квадратики, поворотными рядами. То есть закрепляем петельку, набираем нужное количество воздушных петель. В моем случае, в моих квадратиках я набирала 25 воздушных петель плюс 1 петля подъема. Я вам покажу на маленьком примере, чтобы мне не набирать большое количество петель. Вот, к примеру, мы набрали необходимое количество петель, разворачиваем бочком и вот будем вязать, как всегда, за вот эти вот перемычки задние. И вяжем со второй перемычки от крючка столбики без накида до самого конца. Провязываем последний столбик без накида в последнюю перемычку. Делаем петельку подъема. И чтобы края наших квадратиков были ровные по бокам, всегда разворачивайте вязание в одну и ту же сторону. То есть, к примеру, вот мы закончили вязание, либо вот так всегда поворачиваете, либо вот закончили вязание, либо вот так переворачиваете. Следующий ряд вяжем со второй косички от крючка, как всегда, за обе стеночки косички. Также столбики без накида до конца ряда.
Провязываем последнюю петельку, делаем петельку подъема и разворачиваемся. И все то же самое вяжем, вяжем, вяжем столбиками без накида. И смотрите так, чтобы, когда мы вяжем высоту, чтобы по итогу получился именно квадратик. Не прямоугольник, а именно квадратик. То есть это тоже все получается практичным путем. Смотрите, еще такой момент может у вас случиться, если не обратить на это внимание. Видите, это абсолютно одна и та же Alize Lana Gold Classic, разные цвета, но плотность у них разная. Видите, черненькая потолще, она и даже вот на ощупь такая поплотнее, а вот это потоньше, беленькая. Поэтому, если вы покупаете в магазине, то обязательно смотрите, чтобы визуально они были одинаковой толщины ниточки. Либо, если вы уже заказали, да, и у вас не было возможности посмотреть это вживую, то, к примеру, вот вы связали квадраты из черной пряжи, которая потолще, белая, если у вас потоньше, просто вяжите их квадратики чуть-чуть посвободнее. Просто подгоняйте вот так, чтобы квадратики этих цветов были одинаковые. После того, как у нас готовы все-все-все квадратики, сейчас их будем сшивать. Можно взять для удобства крючок чуть-чуть поменьше, тот, который вам будет удобен. Цвет пряжи, которым вы будете делать швы, тоже сами выбирайте, либо черный, либо белый, если у вас черно-белый кардиган, либо если у вас другие расцветки, просто провяжите, свяжите 1-2 квадратика, посмотрите, устраивает ли вас цвет шва, и вяжите дальше. Берем 2 квадратика, прикладываем друг к другу. И смотрите, вот мы видим, да, что на одном, что на другом квадратике вот есть такая впадинка, бугорок, впадинка, бугорок. И сейчас вот мы в них будем вязать. И то же самое и здесь, потому что это у нас идентичные квадраты. Бугорок, впадинка, бугорок, впадинка. Смотрите, приложите их так, чтобы они совпадали прям друг с другом. Продеваем крючок в самый уголочек, там, куда получится, в уголок квадратика, в другой квадратик тоже. Берем тот цвет нити, который мы будем сшивать, продеваем через 2 квадратика. И просто закрепительный столбик можно сделать. Все, и смотрите, в принципе, вяжите так, как вам нравится больше. То есть, чтобы шов вот так не стягивал квадраты, чтобы они были вот так прям в расслабленном виде, нормальный шов у них был. К примеру, вот во впадинку продеваем крючок, и с обратной стороны именно в ту же самую петельку. И соединительный столбик. Я буду вязать соединительными столбиками. Вот теперь бугорок. Вот куда получится, в него продеваем. То же самое и с другим квадратиком. Продеваем и соединительный столбик. Соединительные столбики не затягивайте. К примеру, вот впадинка. И там продеваем в одинаковое место. Вытаскиваем нить и продеваем. Далее вот бугорок. Куда вот получится, вдевайте крючок. То же самое с обратной стороны. И соединительный столбик. Далее. Вот подошли к уголочку квадратиков. Также продеваем стараемся как можно ближе к уголочку. Также провязывать, соединять квадратики, чтобы тут не было отверстий. Все. И далее точно так же и берите следующую пару квадратиков. Вот так берем, прикладываем ровненько друг к другу. И все так же продолжаем вязание. То же самое здесь продеваем в оба уголочка квадратика. И делаем соединительный столбик. Эти кончики потом мы уберем. Далее соединяем. Подходим опять к самому уголочку. Провязываем соединительный столбик. Берем следующую пару квадратиков. И точно так же подсоединяемся. Все, таким образом мы соединили все квадратики. Этот способ я вам показала, чтобы шов был внутри спрятан, то есть чтобы здесь не было с лицевой стороны никаких швов. То есть мы видим, да, что здесь по лицевой стороне нет нигде швов снаружи. Мне вот именно в этом кардигане хотелось сделать именно такой вариант. Если вы хотите, чтобы, к примеру, шовчик был здесь снаружи, можете перейти вот в этот мастер-класс, где мы соединяли квадратики пледа. Там, в принципе, все описано. Можете повторить и такой шов. Когда мы соединили по вертикали все наши квадратики, будем соединять сейчас вот эти горизонтальные швы. Здесь все еще намного проще. То есть мы здесь будем вязать уже по существующим косичкам. Здесь ничего уже не надо придумывать. Просто вставляем крючок в эту и в эту петельку у обоих квадратиков.
продеваем нить, закрепляем и просто вяжем косичку в косичку, то есть вот в первую косичку, вот во вторую, у второго квадратика. И также соединительные столбики. Вот мы подошли к шву вертикальному, да, который мы соединяли квадратики. Просто чуть-чуть побольше вытяните петельку последнюю, чтобы он вот так как бы перескочить через этот шов, чтобы вот так не тянуло квадратик. И просто также соединяйтесь в косичке следующего квадратика. И вот таким способом мы соединили все наши квадратики. После того, как будут соединены все квадратики, и у нас получится полностью спинка, 2 передние половинки и 2 рукава, начинаем их сшивать. С изнаночной стороны пришиваем сначала по плечевому шовчику, далее присоединяем рукава, соединяем вот таким образом. После того, как рукав прошит, можно соединить его по шву вдоль рукава. И потом допришить вот это оставшееся расстояние от рукава до низа кардигана. После того, как мы пришили абсолютно все детали, нам нужно заняться резиночкой, обработкой краев. То есть сначала я вяжу по низу, присоединяюсь к уголочку нижнему, вяжу до следующего уголочка. Это нижняя резиночка у нас будет. И далее прям присоединяю к нижнему уголочку уже связанные нами резиночки и вяжу именно уже по вороту. Если кому-то интересно, на нижнюю резиночку я набирала 13 воздушных петель изначально. Далее на ворот я набирала 7 воздушных петель, на рукава по 9 воздушных петель. Виды резиночек я показала вот в этом мастер-классе. Я вязала самым первым способом. Это самый простой и самый обычный способ. Но резиночка, в принципе, получается такая достаточно симпатичная. Там я все подробно описала, как присоединиться к уже готовому изделию и начать вязать резиночку. Также вы можете попробовать поэкспериментировать и применить другие варианты резиночек. Надеюсь, я ответила на большинство ваших вопросов. Пробуйте, вяжите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. It costs that much cause it takes me fucking hours. It costs that much cause I don't have superpowers. So you need to pay for my skills cause exposure doesn't pay the bills. It costs